Джон Фаулс. Английский писатель, романист и эссеист. Один из выдающихся представителей постмодернизма в литературе. Секс отличается от других удовольствий интенсивностью, но не качеством. Это лишь часть, причем не главная, тех человеческих отношений, что зовутся любовью, и что главная часть – это искренность, выстраданное доверие сердца к сердцу, или, если угодно, души к душе, что физическая измена – лишь следствие измены духовной, ибо люди, которые подарили друг другу любовь, не имеют права лгать. Мудрец не станет презирать людей прошлого за то, что те многого не умели. Он станет презирать себя, ибо не умеет того, что умели они. Есть новая форма нищеты. У тех ни гроша за душой, а у этих ни души. Раз тебе поперек горла то, что происходит, глупо бурчать на то, как это происходит. Люблю честность, свободолюбие, стремление отдавать, созидание и творчество, жизнь взахлеб. Люблю все, что противоположно пассивному наблюдательству, подражательству, омертвению души. Вот она, истина, не в серпе и молоте, не в звездах и полосах, не в распятии, не в солнце, не в золоте, не в инь-ян, в улыбке. Самые прекрасные в мире вещи имеют самостоятельное, не зависящее от денег значение. Секс – это полноправная часть жизни, но если хотите, род деятельности, такой же деятельности, как и всякая другая. В этом нет ничего постыдного, грязного, просто двое дарят друг другу свои тела. Это как танец, как игра. Жизнь – это что-то вроде шутки, глупо воспринимать ее всерьез. Серьезного отношения заслуживает только искусство, а все остальное следует воспринимать иронически. Добро – это не намерение действовать, а само действие. Если бы удалось доказать, что загробная жизнь существует, жизнь была бы непоправимо испорчена. Она потеряла бы всякий смысл, а самоубийство стало бы добродетелью. Единственный возможный рай – тот, в котором я не ведаю о том, что я уже существовал прежде. Если испытываешь по-настоящему глубокое чувство, не стыдись его проявлять. Грех не имеет цены, его нельзя выкупить обратно, пока не будет выкуплено обратно само время. В 20 веке мы поняли, что являемся актерами в плохой комедии, и что у комедии этой нет ни автора, ни зрителей, а в городе существует еще только один театр – кладбище. Двое в пустыне пытаются отыскать не только друг друга, но и оазис, где они смогут быть вместе. Быть значит соединяться с другими, и чем выше уровень бытия, тем теснее соединение.
Мужчине важно, чтобы ему беспрекословно повиновались, а женщина должна уметь превратить беспрекословное послушание в орудие собственной конечной победы. Если ты истинный художник, ты отдаешь себя творчеству целиком, без остатка, ни малейших уступков, иначе ты не художник. Самое главное – это чувствовать и жить в соответствии со своими идеалами, если только эти идеалы не ограничиваются собственным идеальным комфортом. Писать совсем не то, что рисовать. Проводишь линию и сразу видишь, верна она или нет. А когда пишешь, каждая строка кажется правдивой, но стоит потом перечитать. Каждый берет от жизни то, что может. И если человеку многого в жизни недоставало, он старается любым способом возместить недостачу, пока удача на его стороне. Есть три вида умных людей. Первые столь умны, что когда их называют умными, это выглядит справедливым и естественным. Вторые достаточно умны, чтобы отличить правду от лести. Третьи скорее глупы, ибо все принимают на веру. Война – это психоз, порожденный чьим-то неумением прозревать взаимоотношения вещей, наши взаимоотношения с ближними своими, с экономикой, историей, но прежде всего с ничто, со смертью. Девушка, которая чувствует, что в ней нуждаются, уже на четверть влюблена. Нежность – самый кроткий, робкий, божественный лик любви. Наши проблемы – это прежде всего то, что мы сами о них думаем. Вам нравится быть любимым. Мне же нравится просто быть. Может, когда-нибудь вы меня поймете и посмеетесь. Не надо мной, вместе со мной. Не иди на компромиссы со своим окружением. Отсекай в себе все, что мешает быть творцом. Если ты вырос среди мещан, высвободись из-под их влияния, заставь умолкнуть собственное мещанство. Если ты вырос в рабочей среде, пусть и это на тебя не давит, не стоит у тебя на пути. То же самое относится к любому классу, откуда бы ты ни вышел, ибо ограничивать свое сознание классовой принадлежностью глупо и примитивно. Разглагольствовать о том, что собираешься сделать, все равно, что хвастаться картинами, которых ты еще не написал. Это не просто дурной тон, это абсолютная утрата лица. В 18 лет вас заботит, что о вас думают. В 40 лет вам наплевать на то, что о вас думают. В 60 вы уже знаете, что никто вообще не думал о вас. Все мужчины – подлецы, подлее всего, что они способны улыбаться, признаваясь в этом. Зрелость – это не годы, а состояние познания самого себя. Принимая себя такими, каковы мы есть, мы лишаем себя надежды стать теми, какими должны быть.
Основной закон цивилизации – человеческую речь нельзя понимать буквально. Всем нам нравится, когда нас любят или ненавидят. Это признак того, что нас будут помнить. Поэтому многие, не способные вызвать любовь, вызывали ненависть. Об этом тоже помнят. Даже лучшие в мире солдаты не смогут выиграть битву, если некому ими командовать. Метафора метафоре рознь. Величайшие лирики, как правило, весьма буквальны и конкретны. Родители всегда полагают, что в производном их собственных генов каким-то образом воплотится все то, чем им самим не удалось стать. Предоставлять свою судьбу случаю – все равно, что идти ко дну. Плывите. Иногда понятие «иметь все» и «не иметь ничего» гораздо ближе друг к другу, чем могут вообразить те, кому не очень повезло. Подчас любовь – это просто твоя способность любить, а не заслуга того, кого любишь. Любая игра между мужчиной и женщиной, по каким бы правилам ни велась, имеет чувственную подоплеку. Так бывает. В одном случае отворачиваешься от человека с золотым сердцем, а в другом отдаешься душой и телом тому, кто этого не заслуживает. У каждого возраста своя взрослость. Ребенок вполне может быть взрослым в его собственном детском мире. Надо, чтобы это был человек, по крайней мере, равный тебе по духу, способный видеть и понимать все не хуже тебя. А физиология должна быть на втором месте, это не главное. Взрослость не есть некий возраст, это состояние, когда человек познал себя. Ничего не может быть отвратительнее, чем прятаться от жизни, которая тебя не устраивает. Но порой страшно подумать, с чем и как нужно бороться, если принимать жизнь всерьез. Каждый берет от жизни то, что может. И если человеку многого в жизни недоставало, он старается любым способом возместить недостачу, пока удача на его стороне. Ум и глупость друг друга не исключают. Живи всерьез. Не ходи на дурацкие фильмы, даже если тебе этого очень хочется. Не читай дешевку в газетах и журналах. Не слушай чепухи, звучащей по радио или по телеку, не трать жизнь на разговоры ни о чем. Пусть жизнь твоя не будет бесполезной. Джон Фаулс. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.